Сегодня подготовил для вас солянку свежих новостей касательно Rockstar Games. Поговорим как о самой студии, так и о большинстве ее проектов. Затронем GTA 6, Red Dead Redemption, GTA 4 и про мультиплеер пятой части, конечно же, не забудем. Много всего интересного накопилось за последнее время, поэтому усаживайтесь поудобнее и приятного просмотра. Роскошные особняки за миллионы долларов совсем скоро появятся в GTA Online. Рекомендую заранее подготовиться к обновлению и прокачать своего персонажа в моей группе по накрутке. Любое количество денег, любой уровень, тысячи положительных отзывов и самое главное, никакого бана. Ссылка само собой в описании, переходи и заказывай лучшую прокачку в Рунете. Предлагаю начать с нашумевшей ситуации внутри компании Rockstar Games. Кто не в курсе, около 2 недель назад студия уволила примерно 40 сотрудников. По заявлениям СМИ, причиной стала попытка работников создать профсоюз. Сами же Rockstar утверждают, что увольнения были связаны с грубыми нарушениями дисциплины. По их словам, десятки уволенных распространяли и обсуждали конфиденциальную информацию компании через форум, где участвовали сторонние лица. Увольнения никак не связаны с профсоюзной деятельностью работников. Однако независимый профсоюз был не согласен с этим ответом Rockstar и заявил, что все уволенные всего лишь пытались организовать коллектив. Затем проходили протесты, рядом с офисом студии не один раз организовывались митинги в попытках добиться справедливости и вернуть всех уволенных обратно на работу. Кроме этого, один аноним из Rockstar Games успел поделиться подробностями массовых увольнений. По его словам, руководство вызывали людей на короткую встречу, вручали конверт с уведомлением об увольнении за грубое нарушение дисциплины и сразу выводили из офиса. Некоторым просто звонили по телефону, разговор длился меньше 2 минут. Среди уволенных были ведущие дизайнеры, художники и программисты, многие с 15 и более годами стажа в компании. Несколько человек находились на больничном или в отпуске по уходу за ребенком. Никаких утечек или нарушений не было, сотрудники лишь обсуждали условия труда в профсоюзном чате. Сейчас в студии царит страх, а профсоюз IWGB готовится добиваться восстановления всех уволенных через суд. Уже поданы соответствующие документы и более того, около 200 работников Rockstar North подписывают коллективное письмо. Короче, да, ситуация двоякая, непонятно за кем все-таки правда. Возможно, сотрудники действительно сливали какую-то конфиденциальную информацию. Тогда да, увольнения более чем справедливы, но как ни крути, подтверждений этому нет до сих пор. Но если же они всего лишь в каком-то чате обсуждали условия труда в компании, то Rockstar 100% заслуживают всего, что сейчас происходит. Увольнять за такое, во-первых, крайне странно, а во-вторых, противоречит трудовым законам Великобритании, где, собственно, все это и произошло. Думаю, правда, рано или поздно вскроется, поэтому пока что следим за новостями, но вы напишите в комментариях, что думаете по этому поводу, будет интересно почитать. Самое страшное, что вся эта ситуация может повлиять на GTA 6. Представьте, сотрудники массово объединяются против студии в надеждах добиться улучшения условий труда, либо же в попытках вернуть уволенных работников. Плюс на Rockstar давят суды, профсоюзы и прочие инстанции. Причин может быть много. Начинается кипиш, увольнение, нехватка рабочей силы, очередной перенос игры, баги на релизе и многое-многое другое. С фильмами и сериалами, кстати, не так давно было то же самое. Проходили массовые забастовки сценаристов и актеров, вследствие чего большое количество разнообразного кино и сериалов было перенесено либо же вообще отменено. Странно получается, но 55% зрителей смотрят ролики без подписки на канал. Я как бы ни на что не намекаю, но с подпиской следить за новыми видео станет в разы проще. Что касается Red Dead Redemption, для тех, кто в танке, 2 декабря игру портируют на PlayStation 5, Xbox Series и Nintendo Switch 2, естественно с улучшенной графикой, 60 FPS, HDR и так далее. Кроме этого, переход на новые консоли будет полностью бесплатным для владельцев обычной старой версии RDR на PS4, Xbox One и Nintendo Switch. Но самое главное, помимо новых консолей, игра также 2 декабря выйдет на мобильное устройство iOS и Android в полном комплекте с дополнением Undead Nightmare и бонусами из Game of the Year Edition. Будет абсолютно все, кроме онлайна. Системные требования следующие. Для Android это 11-я версия и новее, от 6 ГБ оперативной памяти, для минималок процессор Snapdragon 7 или 8, либо же Dimensity 9000, а для рекомендованных как минимум Snapdragon 8 Gen 2. Что касается iOS, здесь понадобится 18-я версия прошивки, для минималок
минималок iPhone 11, то есть чип A13, а для рекомендованных iPhone 12 с чипом A14 или новее. Ну и на iPad, соответственно, тоже выйдет, без этого никуда. Занимать игра будет от 8 до 15 гигабайт памяти на вашем устройстве. Самое интересное, RDR — это первая игра Rockstar на движке Rage, которую перенесут на смартфоны, а значит, что в теории и мобильные порты GTA 4 и даже GTA 5 вполне реальны. Да, не скоро, да, не сразу, но это возможно. Только представьте, GTA 4 у вас в кармане. Ну разве это не круто? На очереди GTA 6 и GTA Online. Тут затягивать не буду. Во-первых, первый трейлер GTA 6 недавно стал самым популярным трейлером на YouTube, набрав 269 миллионов просмотров и обогнав Мстители: Война бесконечности. Во-вторых, инсайдер Энн Уиддл заявил, что GTA 6 на Nintendo Switch 2 находится в разработке, но выйдет значительно позже, чем релиз на консолях PlayStation 5 и Xbox Series. Верить ему или нет, решайте сами. Ну и в-третьих, для тех, кто ждет апдейт для GTA Online, все главные подробности рассказал в этом видео, но забыл упомянуть одну интересную находку. На одном из скриншотов Rockstar спалили лопасти вертолета на крыше особняка. Получается, можно будет парковать вертушку на крыше, будет специальная посадочная площадка. Во-первых, это красиво, а во-вторых, удобно. На сегодня все. Большое спасибо за просмотр. Все важные ссылки на мои социальные сети в описании. Не забывайте про Telegram, там новости появляются в разы быстрее, чем на YouTube. Плюс проходят регулярные конкурсы. Как обычно, не прощаюсь, ведь мы в интернете, а это значит, совсем скоро увидимся.